Всем привет! Я решил снять такое небольшое видео про свою студию без компьютера, или так называемую DOLES студию. Центром этой студии стал Tascam Model 12, это микшер /рекордер /аудио интерфейс, про который я рассказывал в одном из роликов. Также я приобрел недавно драм-машину аналоговую Drum Brute. Она мне тоже позволила создавать интересные биты вживую, можно сказать, потому что я очень не люблю искать всякие ваншоты, сэмплы и так далее. Поэтому мне прямо сейчас это открывает очень классные возможности. Вот, а все остальное, в принципе, у меня уже было. Вот, допустим, Shure SM7B, еще микрофон Союз, несколько гитар, наушники, которые еще использовались в студии до музыканта. Вот, поэтому хочу сейчас зарисовать вам это все на блокнотике, чтобы было видно, что как подключено наглядно. И потом еще покажу, как это вживую выглядит. Я уже получил первые результаты с помощью этой студии. Мне нравится процесс, поэтому думаю, что если вам интересно, напишите, в одном из роликов поделюсь первыми впечатлениями от такого необычного нового workflow. Все, приятного просмотра! Так, на самом деле я когда-то заканчивал художественную школу, но это было много лет назад, поэтому не факт, что мне это сейчас поможет. Центром моей студии, как я говорил, является микшерный пульт Tascam Model 12. Исходя из названия, можно подумать, что здесь 12 входов, но на самом деле это не так. У него 1, 2, 3, 4, 5, 6 моновходов и 2 стерео, 7, 8 и 9, 10. На первом канале у меня всегда подключен микрофон Shure и используется для голоса. Микрофон Shure подключен через Soyuz Launcher. Также есть другие бустеры, так называемые Cloud Lifter, насколько я помню. Есть от Clark Technic тоже бустер. Вот, поэтому здесь это, в принципе, не обязательный инструмент, но для использования с Shure SM7B, в принципе, неплохой вариант. Так, здесь у нас идет сам Shure SM7B. Ну, это известный микрофон, который вы видели наверняка у разных блогеров, особенно в подкастах, он очень популярен. На втором канале я его использую для бэков в основном. То есть я просто переподключаю этот кабель во второй канал и пишу на вторую дорожку. В целом, почему я фиксирую так кабели к определенным трекам? Потому что мультитрековый рекордер записывает как раз-таки по дорожкам. То есть вот эти входы, они соответствуют как бы дорожкам, как если бы они у нас были в DAW. И чтобы, когда переключаешься между песнями, не было такого, что на разных песнях, на разных дорожках разные инструменты. То есть, чтобы, например, я переключаюсь на другую песню, у меня там тоже на первой дорожке вокал, на третьей гитара, допустим, да, на пятой бас там и так далее. Здесь у меня подключен микрофон Союз 1973, такой, в принципе, уже тоже классический, можно сказать, микрофон, который у меня снимает комбо-усилитель Roland Cube, недорогой комбо-усилитель, я его купил для репетиций, но сейчас вот решил использовать и для записи, то есть я снимаю его этим микрофоном. Впоследствии можно приобрести процессор, есть у меня такая мысль, но пока решил пользоваться тем, что есть. Ну и в этот Roland у меня подключена гитара Gibson Les Paul Studio, которую я купил тоже в этом году. Четвертый канал у меня предназначен сразу для двух инструментов. Это либо вторая электрогитара, либо акустическая гитара. И чуть позже я объясню, почему так. На пятой дорожке у меня либо бас, либо тоже акустическая гитара. И вот здесь на пятой дорожке у меня всегда подключен обычный инструментальный монокабель, который можно использовать либо для бас-гитары, либо для электрогитары. В случае бас-гитары это Fender Squier Jazz Bass, на котором я играл много лет в кавер-группе. Либо, если это акустика, то у меня акустика фирмы Искра. Ну, Искра — это другое название российских гитар Newton.
И вот по поводу четвертой этой дорожки, почему она пустая и предназначена для двух инструментов, потому что в зависимости от аранжировки я могу переподключить либо пятый кабель сюда, либо от третьего входа. И, соответственно, либо гитара это будет, либо, если здесь уже прописан бас, то здесь будет акустика. Так, и по поводу шестого канала здесь у меня барабаны. Это, в принципе, последний инструмент, который у меня на данный момент есть. Это драм-машина Arturia Drum Brute Original. Есть Drum Brute Impact, это более современная модель, но с более таким прямолинейным звучанием, а Original Drum Brute — это аналоговая машина с более таким грязным звучанием. Так как у меня стиль не электронная музыка, а больше живая, мне показалось, что эта драм-машина подойдет больше. Вот, на этом пока все. Вот в 7, 8, 9, 10 канал, на самом деле, я планирую 7 и 8 использовать под какие-то клавиши, которых у меня пока нет. У меня есть электропиано, но это не очень интересный вариант. Я хочу его сейчас продать и, возможно, когда-нибудь купить какой-то синтезатор, например. Со входами, в принципе, все. Есть также здесь выходы. У меня используется SAP для обычных колонок Microlab. Также есть выход на клик. А здесь у меня обычные айфоновские старые наушники. Так, AirPods они, по-моему, назывались. И еще есть на наушники выход. Здесь у меня аудиотехника. Если я записываю не микрофоны, а что-то вроде барабанов или клавиш, я использую SAP, чтобы послушать все это, как звучит на звуке на таком свободном, да. Клик я использую для метронома и наушники для того, чтобы записывать что-то с микрофона, либо уже как-то подсводить это все. Вот такая схема подключения у меня на данный момент. Ну и быстренько пробегусь по тому, как это выглядит вживую. Вот это акустическая гитара Искра. Это колонки Microlab. Здесь Arturia Drum Brute Original, про который я говорил, и наушники аудиотехника. Вот это вот наушники от iPhone для клика. Сам Tascam Model 12 с входами. Вот то, что я говорил, первый, третий, пятый, шестой у меня заняты сейчас. И второй, четвертый я могу подключать, переподключать. Soyuz Launcher. Shure SM7B. Здесь у меня идет Soyuz 1973 с Roland Cube. И две гитары. Это Gibson Les Paul Studio и Fender Squier Jazz Bass. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я думаю, что было интересно. Буду дальше экспериментировать, пробовать, делиться с вами какими-то наработками, возможно. Пишите комментарии, будем общаться на тему музыки и не только. До связи.